Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом коротком видео я вам покажу, как начинаю вязать горловину, а точнее планочку резинкой, именно начальный ряд, для того, чтобы край получился более плотный, он не растягивался и не деформировался в процессе носки. Отлично подходит для вязания кофточек сверху вниз с круглой кокеткой. Такой начальный ряд. Хорошо также подходит для вязания кофточек с тонкой пряжей. Ну и с пряжей средней толщины тоже выглядит неплохо. Получается вот такой более утолщенный, закругленный край, который не деформируется и не растягивается в процессе носки. Также такой начальный ряд можно применять и при вязании прямым полотном, там в таких местах, где вам нужно, чтобы край хорошо сохранял форму и не деформировался. Вот так он будет смотреться. Приступаю к набору петель для начала вязания горловины. И смотрите, я использую спицы с короткой леской, как для вязания шапок. Набираю петли обычным классическим способом. Итак, мне необходимо было для начала вязания горловины набрать 90 петель. Я набрала петли, равномерно их распределила по спицам и набираю еще плюс одну 91-ю петлю для соединения наборного ряда в кольцо. Теперь смотрим, чтобы у нас край нигде не перекручивался. Первую петлю снимаю и перекидываю сверху вот эту дополнительную 91-ю петлю на снятую и затягиваю эту петлю вот так, чтобы здесь как бы внизу был промежуток вот этих нитей одинаковый. И далее здесь можно поставить маркер как начало вязания ряда. Начинаю вязать резинку 1 на 1, чередую лицевую и изнаночную, лицевую и изнаночную. Провязываю первый круговой ряд, у нас четное количество петель, поэтому так как я начала вязать с лицевой петли, вот последнюю петлю я вот перед этим хвостиком должна провязать изнаночной. Заканчиваю первый ряд резинки, здесь последняя петля, провязываю ее изнаночной. Это та петля, которую мы снимали первую в начале вязания от начального ряда. И далее второй ряд вяжем по рисунку петель, то есть над лицевыми выполняем лицевые, над изнаночными выполняем изнаночные. Итак, провязываем второй ряд. Чередуем лицевую и изнаночную петлю. Провязав от наборного края 2 ряда резинки 1 на 1, теперь начинаем формировать плотный край. И для этого смотрите, с начала ряда здесь идет чередование лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все лицевые петли будем провязывать так. Заводим спицу за наборный край, снизу вверх подхватываем лицевую петлю и здесь ее перекручиваем через наборный ряд как бы. И возвращаем обратно на левую спицу и провязываем после лицевой. Далее изнаночная петля вяжем как обычно. Вновь подхватываем лицевую петлю с изнанки, перекручиваем, возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой, изнаночная, как обычно. Повторяем. Перекручиваем лицевую петлю, провязываем ее лицевой и изнаночная. Посмотрите, как получается начало. Итак, мы провязываем всю резинку в третьем ряду. И в третьем ряду формируется вот такой вот более плотный, который хорошо держит форму край, и в то же время он смотрится аккуратно, напоминает фабричный наборный ряд. Но в отличие от фабричного края, этот ряд он практически не растягивается. Получается вот такой плотный, он одинаково смотрится и с одной, и с другой стороны. Итак, провязываю этот ряд. Далее провяжу еще несколько рядов резинки 1 на 1. То есть здесь мы продолжаем чередование над лицевыми лицевые,
над изнаночными изнаночный и посмотрим, как смотрится планочка резинки горловины с таким краем. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала резинкой несколько рядов и показываю, какая получается планка. Посмотрите, край получается плотный, он практически не растягивается, не деформируется и хорошо сохраняет форму. Такой край отлично подходит для вязания сверху вниз кофточек. Например, вы начинаете вязать круглую кокетку от горловины и начинаете так именно вязать край. Единственное, учтите, чтобы у вас горловина была не узкая, то есть не меньше обхвата головы, иначе вы не сможете надеть такую кофточку. И точно таким же способом можно вязать край и прямым полотном. Также в третьем ряду выполняем перекручивание лицевых петель. И смотрите, вот получается с изнаночной стороны такой край резинки. И с лицевой стороны тоже аккуратный, достаточно плотный, хорошо держит форму край резинки. Дорогие друзья, в следующем видео будем вязать вот такой красивый узор для ажурной кокетки. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новый мастер-класс. Спасибо за внимание. До новых встреч!